Хороший взял. Такой взял харюсок. На тенкару схватил харюс приличный и развязался узел или петля. Здесь ослабла на кончике удилища. И харюс ушел вместе со шнуром и с мушкой. Не помню, у меня в избе вроде шнур где-то был. Надо будет потом посмотреть. Попробую на бомбарду. Вот харюс здесь скачет. Небольшой. Такого отпускаю. Этот вроде побольше уже. Такой же. Это тоже нормальный харюс. Сорвался. Тоже нормальный взял. Да что вы сходите-то? По типу такого вот поклевывают харюски небольшие. Таких отпускаю. Пускай живет. Вот его здесь много. Один за другим. Ух, там какой хороший вон выпрыгнул. Вот это харюсина. Сильное течение, поэтому вот этот покрупнее хариус такой вот, но я его тоже, друзья, отпущу. Давай, сам убежал. Тут просто вижу, что хариус крупнее есть, всплески приличные. Вот такой, друзья. Это уже нормальный хариус. Сильное течение, поэтому аккуратненько его тяну. Леска 0,14. Тоненькая. Ну вот, знаете, тянешь только-только. Надо бы, конечно, потолще что-то. 0,16 хотя бы. Весь сырой, курточка насквозь, но в принципе внутри тепло, нисколько не замерз. Плюс этот воротник хорошо тоже помогает, шею не дует. Штаны сырые, попал под дождь.
чищу картошки на уху. Время уже 9:30 вечера. Пасмурно, опять дождь пошел. Мелкий такой. Поймал я 4 хариуса и поймал в своей жизни 4-ю рыбу на этой речке. Это вот такого окуня. Грамм 200, наверное, такой. Очень редко попадают, но бывают. Есть охота. Затопил печку. Сейчас там быстро все высохнет. Там уже жарко. Друзья, всем привет! Это я приехал спустя неделю после этих дождей. Гроз, ливней, вода окрасилась в красный цвет, поднялся уровень воды, и рыба совсем перестала клевать. Я как раз попал в такую передрягу. Сейчас приехал снова, вода стала намного чище, но уровень воды, падает, но не сильно так. В принципе, нормальная вода уже. Рыба начала ловиться, и опять пошли дожди. Сегодня зарядил опять дождь такой приличный. Под елкой сидел, пережидал его. Потом такая морось пошла, ветер северный, северо-запад, холодина. Вот, и, короче, рыба более-менее ловится. Вот, приехал на избу. Завтра по прогнозу ясное небо до плюс 20 градусов. То есть погода немножко пойдет на тепло. Чай греть я не буду. У меня еще термос есть целый. Даже сегодня не пил. Огурец. Не буду я говорить, ах, какая вкусная уха. На самом деле, обычная уха. Я вот просто сравниваю, как я готовил на Заползухе, как готовил там на Таежной речке. Уху варишь и ешь на следующий день. И самое главное, она холодная. Это прям сильно отличается. И самое главное, она настоится на дыму над костром. Здесь обычная уха. Она чуть-чуть вкуснее, чем сварена дома на плите. Вот и все. Вообще я себе заказал уже нахлыстовое удилище, полный комплект на Алиэкспресс. Когда оно придет, только неизвестно. Вот. Хочется все-таки попробовать в этом сезоне. Сейчас сразу поменяю поводок на диаметр 0,16. Вчера стоял 0,14, тонковат, конечно. Хариуса бывает тянешь против сильного течения, но и хариусы бывают приличные. Вот 0,14 там на плотвичку хорошо, даже вот на крупную плотву нормально на озере. И дождь плохо.
И солнце такое яркое, плохо тоже для рыбалки. И ни то, ни сё. Вот такую погоду, конечно, надо либо вечера ждать, либо рано утром, пока еще солнце не вышло. Прям вообще рано выезжать на рыбалку. Как бы это странно ни звучало, но ни одной поклевки я не видел. Сейчас еще попробую мушку сменить, ну и место поменяю. Хотя место здесь хорошее. Харюс здесь есть. Просто не клюет. Вот и все. Вот он, друзья, тот самый вкус, когда уха настаивается. И она прохладная. На следующий день. Время обед, час дня. Рыба не клюет. Ну, это нормальное явление в такую погоду. Плавают утки, вот. Ныряют, кормятся, наверное. Скорее всего. Одна за другой. Целая стая. Вообще, сюда надо было съездить где-то весной, когда нет высокой травы. Дело в том, что здесь когда-то жила бабка. Очень, ребята, это было давно. Не зря место назвали Петроградкой. Бабка была ссыльная, когда нынешний Петербург назывался Петроградом. От этого места в 1,5 километрах жили люди, была коммуна, но, видимо, ссыльным не разрешалось жить в коллективе, и они жили вот так вот отдельно. Где-то строили бараки, где народу было побольше, ссыльных сразу. Но вот здесь жил один человек. Ну, скорее всего, что изба стояла вот здесь, потому что очень такой густой малинник. Вообще интересно было бы узнать, как она здесь жила. Вот, чем она тут питалась, выращивала ли она какие-то овощи, картошку. Ну, овощи вряд ли, а вот картошку, что-то такое вот. Ну, речка рядом. Скорее всего, что питалась рыбой. Вот. Как она заготавливала дрова. Какая она была, эта изба. Может, какая-то полуземлянка была или еще что-то. И вообще интересно было бы узнать, что это был за человек. Я пытался тут кое-где информацию узнать, но даже самые старые люди, которые сейчас остались в деревне, они этого не знают. То есть, к сожалению, информация настолько утеряна. Ну, а какие-то архивы поднимать, кто был куда сослан, ну, это, конечно, может быть, где-то это и есть, какая-то документация, но найти это очень тяжело, да и никто не даст такой информации, скорее всего, простому человеку. Вот такие, друзья, есть у нас места, но, скорее всего, что таких мест по России большое множество. Поклевывает, но мелкий очень. Практически всех отпускаю. Вот такой вот. Ну куда это? Есть еще один. Я его отпускаю. Кто-то, наверное, скажет: ты что сюда приехал-то на рыбалку? Рыбу отпускать. Ну это мелочь. Это мелюзга. Сапог не залил.
Схватил уже здесь на ходу. Но Хариус весь мелкий. Что сегодня за мелюзга такая клюет? Я не понимаю. Вот этот уже посерьезнее Хариус. Это уже, наверное, 20-й Хариус такой мелкий. Практически весь такой. Не знаю, тут крупненько вообще есть Хариус. Ну, чуть побольше был. Уже более-менее Хариус пошел. Еще один. Такой же. Ух ты, хорошенький взял. Поменял мушку, и Хариусы лучше стали клевать. Где же вы? Ух ты, хорошая поклевочка была. Есть, взял. А, это не этот. Потянул как большой. Маленький. Хороший всплеск сейчас был. Эй, давай иди живи. Солнце зашло, а клев все равно слабый. И Хариус мелкий, конечно. Видимо, сегодня день такой. Вот он бьет по мушке. Хватает. Мелочь. Я уже не знаю, сколько мест сменил. Плюс 6 градусов. Вот такое лето. Время 10:39. Рыбу сегодня я готовить не буду. Всю почистил, подсолил, увезу домой. Там вышло у меня около десятка хариусов. Было такого поймано более-менее. Ну и крупные там есть такие, пару штук. И мелочи штук 30, наверное, отпущено, а то и больше. Я уже потом перестал снимать. Сейчас заварю себе вермишели быстрого приготовления, попью чай и все, ложусь спать. Сегодня целый день на реке. Вот могло показаться, что сегодня было жарко, но сегодня целый день в курточке.
флиске и в шапке. Несмотря на солнце. Ветер северный, прохладно. Ну и сейчас ночью будет еще холоднее. Время всего 11 часов. Сейчас под утро, думаю, градуса 3-4 будет тепла. Друзья, всем доброе утро. Добираюсь в сторону дома, пробую рыбачить хариуса, но ситуация такая же, как и вчера. Клюет, но очень мелкий хариус. Даже не стал снимать, вообще камеру убрал. Так что не вижу смысла. Сейчас ходом до дому. И, короче, вот такая вышла рыбалка. Хариус не ловится, погода сегодня точно такая же. Очень сильный ветер поднялся. Так что, друзья, всем пока, до новых встреч на канале и всем удачи. Скажу честно, рыбалка на этой речке мне не доставляет большого удовольствия последние года 2-3. Вот. Больше нравится забраться куда-то подальше от людей, где вообще никого нет. Какие-то таежные речки, такие ручьи даже, можно сказать. Вот там, когда ты набродишься, находишься, поймаешь хариуса, даже небольшого, удовольствие от рыбалки получаешь гораздо больше, чем здесь. Находясь на речке, приехал, порыбачил на лодке, закинул спиннинг, там, кинкару, удочку, неважно. Ну, как-то что-то не то. Может быть, я уже привык к этой речке настолько с самого детства здесь, что мне уже сейчас на самом деле это все приелось. Вот. Ну и народу, конечно, хватает, очень много людей. Хочется, конечно, какой-то тишины подальше, чтобы никто не ездил, никто не шумел. Поэтому буду стараться потихоньку отходить от рыбалки здесь. Но иногда буду появляться.